Здравствуйте. Вы из России? Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Из России на данный момент, но там недалеко от вас тоже проживала, где вы сейчас находитесь. Вы сегодня отметились у всех М, блогеров, по-моему, российских. да, я не смотрю, я просто в рулетке сижу, а что то меня вот смотрю, что то попадает один, другой. Я вот не знаю, даже такое нашествие блогеров. Вы смотрите меня, что ли? Ну, я смотрела блогеров, а вы вот то на одном, я потом другого пошла смотреть, вы на другом. И, в общем, ну, в А принципе, я откуда знаю? У меня просто выходной, я сижу в рулетке, и вот как-то Вы попадаются, знаете, не знаю, я когда была вот у второго блогера, да, у Антона, вас слушали, все в чате начали просто дружно спрашивать, чем вы занимаетесь в США. Я думаю, если увижу, обязательно спрошу. Потому что вы тогда сказали, что, ну, вначале вы приехали, вам было сложно, там, грузчиком, по-моему, вы сказали, работали. Ну, и большинство иммигрантов, да, они приезжают, они как бы на низкооплачиваемых работах вначале работают. Ну, и народ начал в чате спрашивать, спросите его, кем он сейчас работает. Ну, вы, ну, добились чего-то уже 8 лет все-таки, 7 лет, да, или 8 лет вы уже там в США. ну да. Ну, Ну так вы, вот вы какой можете ваш раскрыть вопрос? тайну, хотя бы в какой сфере вы работаете. То есть, как бы народу Не, было интересно, вы из грузчиков, ну, ну я могу вам рассказать. Я занимаюсь тем же самым, чем занимался в России. Я специалист по анализу данных в сфере маркетинга. То есть я всегда работал в интернет-рекламе, я использую свои данные и свой багаж из физмата, физики, математики. В том числе я еще инженер, в Москве закончил один мгм. из ключевых вузов. И здесь я переучился. То же самое, моя задача какая? Я работаю с крупными корпорациями, которые тратят деньги на рекламу. Моя задача проанализировать, понять, что работает, что не работает, и предложить рекомендации, чтобы был максимальный выхлоп, который интересует компанию. Ну, вы, то есть, вы в консалтинговой фирме работаете в какой-то, видимо, да? Нет? Нет, я не консалтинг. Я работаю просто в корпорации, но, скажем, моя должность, я старший аналитик. Ну, Как понятно. Но вы старший на аналитик. на отдел маркетинга работаете тогда в своей корпорации. То есть бывает еще, знаете, Да, аутсорсинг, да, что компании вот эти вот рекламные программы на агентству как бы аутсорсинг, бросят агентству проанализировать, сколько работает. А вы работаете в своем отделе маркетинга и их компании анализируете, да, смотрите, да. какая компания там дает. Ну, Мгм. я занимаюсь этим уже 30 лет. То есть в России то же самое. Компания, нужны клиенты, отделы рекламы и маркетинга, Мгм, нужны мгм. рекламы. Что нужно делать? Нужно заниматься интернетом или любым другим продвижением. Все, что работает. Главное, чтобы принести клиентов, принести прибыль компании. А пришлось переучиваться или смогли как-то evaluation сделать диплома своего? Или пришлось прям Вот. переучиваться? Ну, во-первых, диплом меня здесь ни разу никто не спрашивал, и никому он здесь не интересует, русский диплом. Мой диплом моего вуза, в принципе, это эквивалент мастерс degree, здесь то же самое. Мгм. Эквивалент мастерс degree, я пишу у себя, что у меня мастерс degree, я горный инженер. То есть по майнинг и по mineral processing. Вот и Мгм. все. Но у меня шестилетняя программа, мой институт международный, признан везде, во всех, так сказать, и специалисты наши во всем мире путешествуют по конференциям. Так что с этим проблем нет, а Ну, то есть просто вы не, в пришлось смысле, переучиваться. вам не пришлось переучиваться на ну, Мне американскому пришлось языку, доучиваться доучиваться. самому. То есть мне пришлось брать курсы всевозможные, и я до сих пор беру всевозможные курсы, читать много книг, потому что, смотрите, у меня был в России один опыт, я работал на маленькие, на средние Мгм. компании, в потом я Мгм. работал на крупные компании. Но даже в крупной компании наша методология работы была совсем другой. Здесь, в США, я работаю в очень крупной компании. У них есть железные стандарты, как делать еженедельный отчет, какие методологии использовать. Ну, например, статистика. У меня была в институте, но тут бизнес-статистика, она совсем другая, и методы применяются для анализа другие. Это все нужно было узнать, переучить. На это у меня ушло где-то 3 года. Поэтому я вот работал грузчиком, а вечерам приезжал и учил статистику, питон, программирование. Ну, в общем, вот так. Было тяжело, скажу честно. И до сих пор учусь. Ну, то есть, ну, вы учитесь в плане вот софтвер, кто работает вот именно бизнес-анализис, они постоянно всякие разные языки, софтвер Ну, подучивают, переучивают. Это как бы такое дело. Ну, объясню очень
просто. Называется это «Время жизни технологий». 200-300 лет назад, предположим, у меня был отец кузнец, и он делал, соответственно, подковы и гвозди. Всю жизнь ему нужно делать подковы и гвозди. Я, его Мгм, сын, мгм. тоже научился делать подковы и гвозди, и все так делать. Сейчас время жизни технологий очень маленькое. Телефон, телеграф и так далее. Сейчас уже с интернетом и время жизни технологий, особенно в искусственном интеллекте, оно, скажем, сейчас где-то полгода. То есть если ты хочешь работать там в маркетинге, искусственный интеллект, тебе нужно учиться постоянно, потому что все, что было год назад, уже устарело. Каждые 3 месяца идут большие инновации. Ну вот искусственный интеллект, например, там чат GPT-1 выход был, второй, вышла LM Studio, сейчас уже вышел Google Gemini. Тот, кто еще не прочитал, не узнал еще год назад, он уже отстал, понимаете? Однозначно, Поэтому это однозначно. Поэтому все зависит от отрасли, понимаете. Везде сейчас происходит инновация, финансовая, инвестиционная, везде происходит инновация. Но реклама и маркетинг здесь острие, честно сказать, технологии, как мне кажется. Я с вами согласна. А вы вот скажите, вы сказали, в одной из самых крупных компаний работаете. А в какой индустрии? Я попробую угадать компанию. Но я не хочу, чтобы вы угадали мою компанию. Ну Зачем? ладно, Может, вы стример, если и вы мне не потом хотите. Ну да, еще не дай бог, в нашей демократической стране вдруг какие-то проблемы будут со свободой слова, да? ну, скажем, в моей отрасли это крупнейшая корпорация в мире. Ей принадлежит около 10 брендов, и, ну, я не буду вам говорить рекламный бюджет, но это миллионы долларов в месяц. Ну, понятно, если бы сказали индустрию, я бы сообразила. Понимаете, там телекоммуникации, это банковская, финансы, консалтинг, Нет, в нет, какой сфере? Не, это не B2B, там, да. да? Ну, не будем гадать, зачем, я Ну, не, не не хочу важно, об этом. просто интересно, могла бы, быстро бы я угадала или не А быстро. товары народного потребления, то, что вот щас все покупают, там подарки в том числе и так далее. Ну, больше не скажу. Ну, может быть, на Амазон тогда вы работаете. Я бы вот подумала, что на Ну, Амазон. я хочу сказать, что я на «Амазоне» не работаю, но я работаю, в том числе мне удалось, вот у меня начальники были и мои руководители были у меня вот были с «Амазона», начальник, с eBay было 2 начальника, ну, из других еще тут, корпораций, в Мгм. основном тут Сиэтла. И, ну, конечно, учишься, поскольку вот мне было интересно, какие они технологии в рекламе использовали, вот там инновации. Ну, многому научился, да, чему они там на eBay использовали. Вот в России я работал в 1С группе компаний. У нас Мгм. таких технологий не было в тот момент. Ну, я поняла, что вот вы уехали 8 лет назад, ну, 7, да? Родители ваши, так поняла, уже жили в Америке или там родственники какие-то? Как кто-то из семьи уже, вы сказали, что уже давно были уже в США, да? А вы потом приехали позже, Ну и были, и есть, да. да? Ну, они, наверное, еще во время СССР уехали. Ну, с 90-х годов все стали уезжать. У меня так получилось тоже. Мы когда уезжали, я в 90-е годы тоже сюда попал. Нам дали визу. Я впервые попал ребенком. В 90-е годы я ходил в школу с американцами. Это был отдельный интересный опыт. Но потом Мгм. виза закончилась, студенческий год, и мне пришлось ехать назад. Ну, это был такой интересный опыт. Приехав назад в школу, меня назвали American боем и так далее. В чем-то успел, в чем-то преуспел, в чем-то отстал. Америка сильно меня поменяла. Ну, не сильно, но поменяла. Поскольку, ну, вот если стример, не стример, я не знаю, но здесь общество совсем другое. Если у нас там двор, там друзья социальные, то тут я, когда ребенком оказался, я оказался в вакууме. Ты живешь в доме, сверстников никого нету, не с кем общаться. Нужно Мгм. что, просто смотреть телевизор или читать книги. Мне вот так удалось, я вот немножечко люблю читать книги свои по истории, и у меня как-то зацепило так, что я начал читать книги по естественным наукам, и от отца неплохие есть некоторые задатки, и по математике так закончилось, что я достаточно были хорошие успехи, и меня тут потом выше классы, выше, ну, в общем, своя, знаете, так сказать, история. Школа была интересная, она не требовательная, учиться легко. У нас в советской школе я был троечником, здесь я закончил, я был в 20 лучших учеников школы, вот так вот. И учиться было мне достаточно легко, некоторые предметы интересные, но это были 90-е годы, тогда была еще школа американская одна. А Мгм. сейчас тут все по-другому, я уж не знаю. Тут сейчас у меня тут и родственники и так далее. Тут тоже с 10 лет, знаете, марихуану на углу курят люди и так далее. Но вы сказали, что в 90-е уезжали. В 90-е больше по еврейским программам уезжали, правильно или я ошибаюсь? Просто кого вот я Я знаю, не да, в знаю. США, если они в 90-х уезжали, ну, в начале особенно 90-х, обычно
по еврейским программам, либо связанные что-то с Израилем. Некоторые уезжали в Израиль, а потом уже из Израиля в США уезжали. И вы там что-то Если сказали. вы меня спрашиваете, Да, я вас у спросила. у меня не такая история, у меня семья ни с Израилем никак не связана, ни еврейская, я даже себе тест ДНК делал 2 года назад, ни одного процента у меня еврейской крови нет. Ну, то есть они, ну, Хотя, просто... хотя меня в институте называли евреем, да, за то, что умный, сказал преподаватель, уж не знаю, что евреи действительно умный народ. Я вот здесь работал много с евреями, с израильтянами, и у меня претензий никаких никогда не было. Мне всегда четко платили, четко по договору, ни разу меня евреи никогда в жизни не обманули, скажу. Да, я верю в вас, я просто удивила. Во-первых, вы там сказали у блогера по поводу, что Палестина там, ну, кругом протестуют, а вот их Десантис защищает. Ну, Не-не-не, я не так не сказал, так? я не так сказал. Да, подскажите, а может быть, я, может, интерпретировала не так. Я так одним ухом Нет, уже ну, слушала. я сказал, что Мгм. Десантис запретил митинги в поддержку Палестины. В поддержку Палестины запретила. Я почему-то поняла, что наоборот разрешают митинги в поддержку. Не-не-не, прошу прощения, может, я не так это. Вы, В наверное, поддержку не так, да, Палестины. То потому есть, что потом ну, весь разговор пошел. Он а, говорит, а что, поддержку Израиля они разрешают? Вот так они спросили, я так услышала. Может быть, просто, ну, по ошибке ну, не может, я сказали. как-то не расслышал, но нет. Можно за Израиль, Десантис, он сам в Израиль ездил, а про Палестину здесь говорить нельзя. То есть все эти пикеты или так далее, они запрещены в Мгм, нашем мгм. штате. Понятно. Ну, я просто вот удивилась, потому что сколько я знаю, вот у меня сколько знакомых, которые уехали в начале 90-х в США, они в основном вот именно евреи. А потом уже приезжали позже из России, в основном, знаете, как из да, Таджикистана, вот Узбекистана, там российские были беженцы, которые приехали по каким-то визам, а потом здесь подавали уже на убежище, как, ну, на гонение русских вот в этих республиках. Вот они предоставляли данные, что, ну, к русским там плохо относятся после Советского Союза в этих вот бывших странах СССР. И вот они, ну, то есть это в основном были, ну, русские, ну, из Узбекистана и так далее. Другим как бы путем русским просто приехать было в США, ну, нереально. То есть я почему удивилась, как бы, как они так, ну, целая Ну, семья я вам просто. скажу, как люди уезжают. Мгм. Уезжают люди, во-первых, профессиональная программа, есть программы для одаренных людей, есть программы для одаренных инженеров, артистов и так далее. Есть программы потом, есть, соответственно, брак вариант, и то люди выезжают через брак. Но Есть если у вас семья, они же программы. не могли через брак выехать. Они-то уже была ваша семья, я так поняла, то есть Ну, родители. позвольте, я не буду говорить о личной истории своей Ага. семьи. Я готов ответить на такие вопросы, но на личные вопросы я не готов отвечать на данный момент. Ну, понятно. Ну, про программы-то все знают. Просто было интересно, как именно вы умудрились выехать в 90-е годы. Обычно просто вот все обычно думают, что это по еврейским Я программам. приехал, сперва получается, я приехал по приглашению сперва. У меня была виза резидента, я был по приглашению, потом я уехал, а позже стала оформляться, соответственно, грин-карта, которая оформлялась больше 15 лет. Ага, ну понятно. Ну, надо было еще сначала уехать как-то. Тогда во время Союза, ж, помните, вообще нельзя было уехать, а уже после распада какие-то были там Нет, такие, ну, я попал в 94 год, я попал в 94 год. понятно. Ну, это все равно, это ранняя миграция, это в основном были вот это вот, многие через Израиль именно уезжали, то есть они уезжали в Израиль сначала, а потом уже из Израиля. Ну, неважно, Не я знаю, вообще... я с Дальнего Востока, у нас там никакого Израиля нет, у нас там Понятно, еврейский СССР только. ну, повезло вам, Но значит, там, как-то вы но там, умудрились. но там евреев не так много. Умудрились вы как-то таки приехать в то время, потому что, ну, практически нельзя было никак выехать. Ну, кроме по браку, ну, что у вас не относится. Знаете, вот вопрос такой, вы, то есть 8 лет, ну, 7 лет вы уехали, да? Назад вы, ну, больше за это время не возвращались? Не были больше в России вот 8 лет? Ну, нет возможности даже. Обычный мигрант, когда начинает ехать, если вы дожили даже, знаете, то Мгм. тут, когда начинается оформлять грин-карту, ты даже выезжать не можешь, поскольку если ты выйдешь, ты потом назад просто не заедешь. И кто в процессе, никто не выезжает из страны. Это большая глупость. Ты должен уже получить документы и потом уже дальше. Ну и Ну, плюс можно, еще, конечно, advance пароли получить, да, вот разрешение на выезд, это advance ну, пароль. я понимаю, но Мгм. это исключение и так далее.
Я лично это не делал, поскольку у иммигранта тяжелая судьба, у тебя условно надо себя брать, все сделать, и, знаете, на нищенских работах и зарплаты особо нет. Какие поездки и зачем? Мне, так сказать, я пытался строить здесь свою жизнь, и здесь своих родственников, и строить здесь уже, поскольку в России не так много осталось, а хотелось, так сказать, строить здесь и здесь устроиться. Ну, Америка, она тоже меняется. Ну, скажите, что там у вас про job security сейчас слышно? Просто я слышу, что очень много корпораций увольняют людей, причем какими-то там прям тысячами человек. У вас как бы не слышно у вас в Ну, индустрии такого ничего? Ну и слышно, и в моей компании увольняют. Увольняли каждый год. Когда идет сокращение доходов, соответственно, в компании, компания начинает сокращать расходы. Самое первое – это ресурсы, потому что компания, когда растет, они нанимают людей в команду, потом увольняют. Ну вот, например, предположим, если я работаю в команде, предположим, когда мы сократились, предположим, нас было двое. Предположим, когда кризис прошел, команда стала расти и уже стало 6, 7, 8 человек. Потом сейчас начинается кризис и тоже отбрасывают. Компания считает, кто сколько приносит денег. То есть предыдущие у нас все волны лей-оффа были, то есть смотрят, кто там плохой, или увольняли тем, кому очень много платят, неэффективно, и людей увольняли. То есть вот каждый год проходит волна фильтрации. Мне вот 3 волны уже пришлось пережить, меня оставляют, поскольку я ценный сотрудник, хотя и суперкарьерного роста не получается делать тоже. Ну, понятно. Ну, вообще, как бы держитесь, потому что у меня были знакомые, которые 3 волны прошли, а на 4-х сократили. Были суперценные сотрудники, работают в cyber security, да, кибернетическая безопасность. Просто были все в шоке, когда увидели на LinkedIn, что человек пишет, что я ищу работу, меня сократили. Крупная Как надо корпорация. готовиться, А? надо готовиться, надо свой бизнес развивать, чтобы быть готовым. Вот у меня, Да, я и они, видимо, работаю, не ожидали, что их сократят. но я вот готовлюсь, я сам готовлюсь, например, уйти, потому что я знаю, что я за свою работу могу брать еще в 3 раза больше денег, если это хорошо продам. Поэтому я, конечно, каким-то образом я стараюсь развить свой бизнес для того, чтобы я, если уйду в этой компании, меня уже приглашают другие компании, которые хотят нанять. И меня даже назад зовут в Москву, мои Так я предыдущие вот только хотела работодатели. сказать, в Москве-то не сокращают, в Москве наоборот нанимают. На вашу должность вы бы, наверное, вообще очень бы хорошо зарабатывали сейчас. Вы очень, Ну, ну, я и ваша в Москве специальность очень востребована в России. Ну, я и в Москве, хочу сказать, я благодарен своим начальникам. Привет Сергею. Я прекрасно зарабатывал в Москве, я всегда был высокооплачивааемым специалистом, и Мгм. последние годы получал зарплату в долларах. Я так вот себе выторговал, понимаете, поскольку если ты хороший специалист, ты можешь торговать себе условия. А так в России всегда люди прекрасно зарабатывают. Я вообще вот, если нас там смотрит или запись кто-то будет, люди прикладывают усилия на миграцию, но если приложить треть таких усилий на рост в России, можно добиться гораздо Так больших я вот как успехов. раз это и Плюс, хотела сказать. Ну, вы знаете, вы если да, вернетесь, вы будете просто вообще как сыр в масле. Не говоря уже про уровень вообще жизни в России на данный момент, ну, я бы сказала бы прямо в разы выше, чем в США, в разы. И США просто, я, знаете, как говорится, на глазах вот это крамблинг, да, то есть рассыпается просто все, инфраструктура, дороги, сервисы. Сервисы это что до того, что я буду радоваться, если официант тебе не плюнет в кофе, потому что мы увидим постоянно на ТикТоке, что но это я не то. и Я делают просто люди. пришел заказывать пиццу, а мне дают, говорят сразу, хотите заплатить 15%, 20 или 25 чаевых. Какие чаевые, за что вообще, если я просто там беру? Но я согласен с вами, но это называется крах империи, знаете. Ну, Да, они, может, да. его переживут, откуда мы знаем. Тяжелые времена идут, это время перемен. Ну и хорошо, если перемена, если распада. Вы видели, сейчас шум стоит в Твиттере, бешеный шум стоит, 2 вышло новых, ну один уже вышел фильм, а второй про распад Америки, а второй трейлер только что вышел, Civil War USA, Civil War USA, выходит 13 или 14 апреля, вышел уже трейлер, просто в Твиттере все на ушах стоят, потому что показано, ну, просто ужас, что творится. Тут, значит, сообщают, ну, вам блогер говорил новость, то, что Трампа выкинули с бюллетеня на президента в Колорадо, типа как insurrection. То есть нигде не доказано, что была insurrection, но тем не менее его берут и с бюллетеня уже в одном штате его на президентство выкидывают.
Где закон вообще в этой стране? Какая демократия? Мы вот с Бабичевым, кстати, вы упомянули с Дмитрием в интервью, предыдущим блогером по поводу Бабичева. У меня с Бабичевым вчера был разговор, я на него попала. Понимаете, человек доказывает в каждом своем видео, что в США демократия существует. Я говорю, я ее не вижу. Я уехала в Россию, потому что я не вижу демократии в США. Я считаю, что Я возврата не уже вижу. не будет. Как вы думаете? Мое мнение, что демократия – это инструмент для развода толпы. Почему? Потому что людьми легко манипулировать. Я вот сам слушал интересный документальный фильм про Америку, они рассказывают. Вот послушайте, интересная Мгм. точка зрения. Мгм. В то время, когда Россия или другие страны росли, у нас было там царь или так далее, мы занимались там развитием, ничего. Америка пошла немножко по-другому. У них была здесь демократия. А что это такое? Каждые 4 года нужно выбирать президента. И они намастерились пиару. Это искусство делать презентацию, Мгм. искусство Мгм. завлекать людей. И они это делали каждые 4 года. Мы тогда царь-батюшка, что-то строим, а они учатся, как переманивать людей, как завлекать, что говорить. И Как они это кроликов делают разводили, как лохов разводить. каждые 4 года. Им развести человека сейчас, понимаете, вот мы знаем тоже, что это страна пиарщиков, понимаете, и так далее. Очень легко. Все технологии, им не знакомы. Психологи, институты, люди работали. Они немецких этих ученых вывозили после Мгм. Второй мировой войны, которые тоже занимались пропагандой и перепрограммированием людей. Они мастера этому нужно учиться. Мы этим начали заниматься недавно, а у них уже машина создана, понимаете. Ну, вы Но мне молодец, вот кажется вы так, просто читаете мои мысли, я с вами полностью согласна, полностью. И вот когда человек, который прожил, допустим, там 30 лет в США, доказывает, ну, российским зрителям в каждом буквально видео, что, ну, Америка-то демократия, в Америке-то, о, светоч правды, понимаете, я думаю, как будто мы в разных странах вообще жили, такое впечатление. ну, это называется confirmation bias. Это обычно, я не знаю, как это перевести, то есть, когда человек в психологии делает выбор, он потом пытается найти в фильтрах Оправдание, в да? подтверждение своего товара. Мгм. Ну, например, я купил себе сейчас камеру, и я потом смотрю ролики об этой камере, чтобы я понял, о, камера-то хорошая, и камера, что я сам себя оправдываю, что я заплатил $1000, и это был хороший выбор. То есть сам себя обманываться рад, понимаете? Так мы себе и делаем. Люди делают себе убеждения, потом у нас фильтр есть, и мы видим жизнь в этих фильтрах и сами себе, так сказать, подтверждаем наши убеждения. Но это Мгм. психологический термин, я не знаю, как профессионально называется, но это известная вещь в психологии. Да, я поняла, о чем вы говорите. Да, человек хочет найти подтверждение правильности выбора, типа того, вот как бы вот так, да, Моего выбора, моего правильного выбора, да. решения. Мгм. Вот, вы знаете, Да. очень приятно с вами разговаривать. Вы вот немножко раскрылись с другой стороны. То есть то, что вы до этого рассказывали, это как бы общеизвестное достаточно, ну, многие об этом говорят. А вот сейчас вы действительно более глубоко, я думаю, рассказали, ну, и о своей работе, и вообще, как бы, ну, вот то, что вот демократия как такой подтвердили, скажем так, ну, мою observation, да, что демократии как таковой, ну, особо-то нету. Или, ну, это уже какие-то сказки, просто до сих пор они демократия прикрывают кучу разных Ну, вещей, да, это игра, плохих. понимаете, они тоже говорят, как это так демократия? То есть сперва не демократия, а автократия, это одна партия. Шаг выше, это две партии, а шаг выше, 3 партии или 4. Сколько партий в России? Больше 10, там двадцатка, наверное, я не знаю, там только в Госдуме было 17 Ну партий, да. там, я не помню, там такие и так далее. А здесь только 2 партии. Не кажется, что это развод? Там осел против слона, синий против красного. Но для меня это мир какой-то. Кроликов разводят, понимаете. Посмотрите, банановая республика, там одно и другое. Ну, это такое, знаете, Ну, ну, ну что делать. да, согласна с вами А, а, на- а, полностью. на- насчет вопросов, ну, я не стараюсь чего-то утаивать. Что люди спрашивают, я пытаюсь откровенно ответить, какие, так сказать, вопросы, с какой Ну, стороны. ну, вот смотрите, а если вот опять очередные выборы, и вот Трампа уже выкинули с Балаута, и его, значит, ну, компания подали уже в Верховный суд по поводу того, чтобы, ну, отменить это решение, потому что, вы понимаете, как бы там открываются ворота для других штатов, которые демократические, по этой же самой статье, понимаете, причем они как, они говорят, есть же статья, что если было insurrection, то, ну, не имеет права переизбираться, ну, не то что президент, а вообще любой officer, government officer не имеет права, ну, избираться. И они, значит, вот эту тему
insurrection притянули. Но это же не доказано было, что 6 января был insurrection. Поэтому они говорят, как вы имеете право его, значит, по этой статье выкинуть с бюллетеня, если это было вообще, ну, где доказательства, да? То есть другие штаты, которые, ну, либеральные, они могут, в принципе, последовать примеру, сказать, ну, раз это, у нас, знаете, прецедентное право, да? Ну, там вот было, и мы, значит, тоже будем. То есть теперь это идет в Верховный суд. Верховный суд, конечно, там majority вроде консервативные, но они тоже, знаете, как трактовать. Можно так трактовать, можно так трактовать, и кто больше в карман подсунет, так они и проголосуют. Сейчас скажут, да, мы считаем, что правильно Колорадо выкинула его. Все, значит, он не выходит на... Это длинный вопрос, но сейчас я дойду до сути. Значит, и он не выходит вообще на ран, да, на президента. И вот опять, допустим, выходит, ну, либо опять тот же Байден, они там подделывают все результаты, Байден выходит, либо какой-нибудь из, ну, этого калифорнийского, говорят, толкают очень сильно, Ньюсома, его, говорят, толкают на будущего президента. Он там и в Китай летал и так далее. Вот вы, допустим, становится снова либерал. Вы как считаете? Ну, ваша жизнь вообще не изменится? Или вот, ну, для меня, например, это уже все, это будет последняя точка. Я теряю веру вообще полную, что есть point of return, да, то есть я считаю, что точка возврата уже не будет, и страна будет просто уже всегда в руках демократов, они ее не выпустят, и, в общем, надо просто, ну, все, как бы ставить крест на всей этой, короче, истории и возвращаться обратно. Как вы считаете, вот вам все равно будет, ну, допустим, снова демократы придут и скажут, ну, бог с ними, ну, есть и есть. Или Ну, вы скажете, ну, я тоже как бы вижу, что, ну, тут никакой свободы, никакой демократии, ничего нету, и как бы разочаруетесь в этом. Или пока вас не коснется, что раз тоже вас сократят, и сокращение по всем компаниям, и вы найти работу не можете, и бизнес вас, допустим, который вы себе строите отдельно, в какой-то момент все говорят, нам не до рекламы сейчас, не до маркетинга, нам хоть бы тут штаны продержать. И, в общем, вы оказываетесь, допустим, не удел. Вот будет ли точка какая-то, в которой вы скажете, все, я в этой стране не хочу больше находиться? Ну, благодарю за длительный такой вопрос. Мне кажется, вы очень эмоционально об этом говорите и очень много говорите. Моя точка зрения, я не так на это заморачиваюсь. Не заморачиваюсь я то, что меня это не задевает, а я не заморачиваюсь то, что я смотрю, с моей точки зрения, это все цирк. Один, другой, опять же. Я не вижу никаких изменений. Я верю, мое убеждение, что есть какой-то deep state, наверное, или банкиры, а то, что приведут одного или другого там клоуна, и он там будет говорить, но это будет опять отвлечение, опять отвлекут народ от чего-то. Главное, не смотрите, что говорят, смотрите, что делают. Посмотрите, что произошло за последние 20 лет, там, каждые 5 лет. Ну и продлите пунктирную линию, так сказать, куда будет оно дальше идти. У меня лично вопросов не так много, я не так заморачиваюсь, я не слежу за политикой, как вы, пытаюсь, знаете, как-то держать эмоциональное состояние. Конечно, нужно осознанно быть, но политика, знаете, там, так сказать, своя игра. И Но оно я связано с экономикой, то есть вы хотите, чтобы ваш уровень жизни продолжал, ну, падать, или вы надеетесь, что он начнет повышаться? То есть в итоге-то политика вся отражается на экономике, на вашем кармане. Ну, на то она и есть политэкономика. Еще раз, для себя я делаю, я в процессе, я в курсе процессов, но я не то, что там живу, смотрю эти ролики каждый день, я делаю свое дело. У меня есть работа, у меня есть свой бизнес, я это развиваю и, так сказать, иду к своим целям. То, что там идет, это отдельно, это одно, знаете. У каждого из нас в жизни свой путь, знаете, как у самурая нет цели, у него только есть путь.